Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Известный на Дальнем Востоке вор в законе, Эдуард Сахнов начал влиять на Урал из Тагила. В пенитенциарной системе Большого Урала установилось прежнее положение. Между администрациями исправительных учреждений, ИК и авторитетами, которые имеют вес в криминальном мире, обновилась система отношений. Как пишет АИФ Урал, тюремные власти приняли политическое решение, сделали ставку на привезенного на Средний Урал Эдуарда Сахнова, более известного как Сахно, который являлся лидером уничтоженной в середине 2000-х, крупнейшей в России ОПГ «Общак». По имеющейся информации, известный дальневосточный авторитет, который является сторонником черных воровских обычаев, должен стабилизировать ситуацию в колониях Большого Урала. Она в свое время была раскачана длительным беспределом со стороны активистов, так называемых «красных». Ситуация интересная, но не уникальная. В последние лет 10-15 ФСИН сделала ставку именно на красных, на актив. По сути, это те же преступники, только признающие авторитет властей. Другое дело, что в ряде случаев актив стал неуправляемым и перешел все границы. Понятно, что власть в колониях в любом случае на стороне ФСИН, но проще и эффективнее управлять, имея баланс, в виде авторитетного представителя криминальной среды. На черных опирались в 90-х, потом балансом служили красные. Сейчас ситуация поменялась, рассказывает один из осведомленных источников АИФ Урал. Тем временем в апреле 2021 года сообщалось, что Эдуард Сахнов начал терять свой статус. Как сообщил источник, близкий к уголовно-исполнительной системе, в российских колониях криминальные авторитеты начали терять влияние. По словам источника, в ряде исправительных учреждений более статусное положение стал занимать так называемый актив заключенные, сотрудничающие с руководством колонии. Также известно, что Эдуард Сахнов зимой 2019 года был переведен из ИК-12 строгого режима в Нижнем Тагиле в Курганскую область в поселок Иковка Китовского района, где находится колония 6. Такое решение оперативные службы ФСИН приняли после того, как стало известно о растущем авторитете Сахно в так называемой двенашке ИК-12. По информации АИФ Урал, сейчас Сахнов в ИК-12, он помещен в СУС барак строгих условий содержания. Формально, это действующие правила для изоляции авторитетов от общей массы осужденных. Тем не менее, законник имеет возможность отправлять так называемые прогоны-телеграммы с общим требованием наладить воровской ход. Формально, это значит установление новых порядков, отличных от имевшихся, когда били мужиков основную массу заключенных, вымогали деньги, насиловали. Типичные манеры красных, резюмирует собеседник АИФ Урал. Эксперт Фонда в защиту прав заключенных Алексей Соколов объясняет причину перевода авторитетного вора. По его словам, если ФСИН его сюда переместили, то это не может быть случайным стечением обстоятельств. Раз они его сюда привезли, значит есть какая-то многоходовка, уверен правозащитник. Версий несколько, но все они приводят к одному: Сахно привезли специально. За прошедшие годы региональный главк ФСИН наплодил очень много активистов, которые бесчинствовали в нескольких колониях. Сейчас простые зэки захотят отомстить, и польется кровь. Если актив увести за пределы, они могут начать болтать языком о том, как они вместе с начальниками вымогали и пытали людей. И эта информация может быть опасна. Вот и получается ситуация про запятую: увести нельзя, оставить, рассказал Алексей Соколов. Эдуарду Сахнову, напомним, 61 год. Он родился в 1961 году в Комсомольске-на-Амуре. Был коронован в 1990 году в Тбилиси вместе с еще одним лидером дальневосточной ОПГ «Общак» Виталием Турбиным. Крестниками выступили три вора: Константин Каберидзе, Георгий Деквнишвили и Евгений Васин. Просуществовало организованное преступное сообщество до 2005 года, тогда был арестован Сахно и ряд его подчиненных и подельников. Эти люди были осуждены на длительные сроки.
ОПГ «Общак» оставила заметный след в криминальной истории Приморского края.